Сегодня пересадка орхидеи. Ее мне прислали 2 года назад. Она должна была умереть, но выжила и уже цвела. Добрый день, друзья! Сегодня будем пересаживать орхидеи. У этой орхидеи очень длинная и интересная история. Мне прислали в посылке 11 орхидей, которые должны были погибнуть или бы их просто выбросили. Это были маленькие орхидеи. Я возродила к жизни 5 орхидей. Они у меня сейчас все живы и здоровы. Но вот эта орхидея оказалась очень красивым биглипом. В прошлом году она цвела, появится фотография ее цветения. Цветок очень крупный, наверное, сантиметров 11. Я мерила летом его, но забыла сколько. Но не стандарт, крупнее стандарта, очень красивый. Мне понравилось ее цветение. После этого она активно растет, и сегодня, поливая эту орхидею и подняв горшок, посадила в очень неудобный горшок, и мне он не нравится сам по себе, этот горшок. Видите, он узкий становится к низу, и все корни собираются где-то там внизу. В общем, мне это все не нравится. Но тогда она была с небольшими корнями, другого горшка не было, пришлось сажать в этот. И вы знаете, я увидела ползающую подору. Но это первый признак, что в горшке есть гнилые корни. А сажала-то я ее со старыми ее корнями. И они закончили свою жизнь, поэтому пересадка нужна. Тем более, что орхидея крупная, и листья у нее будут еще крупнее. Нужно посадить в тот горшок, в котором она будет себя хорошо чувствовать. Подор я, конечно, не боюсь, я много раз об этом рассказывала, что подоры появляются в тот момент, когда большая влажность в горшке, и есть какие-то остатки от корней, и есть в горшке гниющая органика. Подоры питаются только ей, орхидеи напрямую они не угрожают, не кусают ее, не грызут, но это всегда неприятно. Будете просушивать горшок, подор не будет. Будет все время влажно, это их среда обитания. Подор не бойтесь. Так, достаем орхидею. Посадка была керамзит с добавлением циафлоры. Да, и мне очень не хочется, чтобы корни прорастали в отверстие горшка, потом будет очень сложно доставать такой орхидеи. Корни к пластику хорошо прирастают, прикрепляются. Корням орхидеи все равно к чему крепиться. К коре или к пластиковым стенкам горшка. Ну вот как раз мы здесь и видим гнилые корни. Но растущие корни от шеи есть. Поэтому и делаем пересадку. Вот они, старые корни, с которыми я сажала орхидею. Причем эти корни даже с теми, с которыми я ее и получила. Там в горшочке было всего 2 корешка. Кстати, ссылку на видео, в котором я показывала и пересаживала орхидею в этот горшок, я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Я не буду сейчас собирать все эти корни. Я отрежу вот этот сухой стволик весь со всеми корнями гнилыми сразу.
Да, орхидея всегда меняет старые корни на новые. Ну, так она устроена, так она живет. Если какой-то корень что-то не устраивает, он может вот так наполовинку погибнуть, но начать расти здесь. Или какое-то препятствие существует для корня, или еще какие-то причины. Но в основном корни все здоровые. Белые корни – это не страшно. Они росли в темноте, поэтому недостаток света. Если этот корень дорастет до стенки горшка, он тоже будет участвовать в фотосинтезе, как и все корни орхидеи участвуют в фотосинтезе, и станет таким же зеленым, как мы видим остальные корни. Я уже промывала эту орхидею. Смысла второй раз промывать орхидею нет. И убирать все абсолютно кусочки керамзита, к которым приросли корни, тоже не имеет никакого смысла. Ну, росла орхидея в этом керамзите, пусть и продолжает расти. Если какие-то керамзитинки сами отпадают вот при легком похлопывании по корням, ну пусть отпадут, а которые хорошо приросли, пусть остаются. Только постараться снять всю гниющую органику, ну ее и больше и нет. Здесь на стволике есть черные основания, остатки от корней. Вот их можно обрезать и почистить стволик пинцетом. Ну вот и все. В какой горшок я хочу посадить орхидею? Конечно, в двойной горшок. Пусть она здесь полежит сейчас пока. Я вам хочу показать, какой горшок я выбрала для посадки. Этот горшок 2,4 литра. Орхидея крупная. Корней будет много. Этот горшок я купила в магазине «Пророст дачный». И обзор этого магазина я вам недавно показывала. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Но после обзора магазина я попала еще в один магазин «Ашан». И была крайне удивлена, что с логотипом «Ашан» появились горшки прозрачные для орхидей, тоже по очень демократичной цене. Этот маленький горшочек стоил чуть больше 80 рублей. Точную цену уже не помню. Я все прозрачные горшки, меня часто об этом спрашивают, все горшки для орхидей, вот такие прозрачные, покупаю всего в 3 магазинах. Это Ашан, там есть еще и другие горшки другой фирмы, но они дороже. Магазин «Пророст дачный» и Леруа Мерлен. Ну а из Леруа я вам часто показываю те горшки, которые есть в наличии. Буду сажать вот в этот горшок. И опять необычность посадки. Недавно я вам показывала, что я маленькие орхидеи пересаживала в керамзит с добавлением коры. Почему необычное? Потому что у меня просто остался субстрат. Мне его применить на данный момент некуда. И я решила, вот видите, смешанный керамзит с корой, и я решила, что эту орхидею я тоже посажу так же, как маленькие орхидеи. Вот у меня осталось небольшое количество коры фракции 8-13. И сюда же я положу керамзит. Я этот мох всегда стараюсь, если вдруг попадается в коре мох, или это может быть даже лишайник, не нужен он мне в горшках, я стараюсь по возможности убрать
из посадки. Мне кажется, что это не мох. Мне кажется, что это лишайник. Я не самый большой специалист, но все-таки на мох это не очень похоже. Так, и добавляю керамзит сюда. Керамзит у меня всегда промытый и влажный. Я его смешаю с корой и надеюсь, что мне будет достаточно для посадки этой орхидеи. Так. Года 2 назад мне одна из моих подписчиц писала, что вот эту липкую наклейку можно не снимать, а сделать вот так, приклеить к горшку, и когда вы будете поливать, и вам по какой-то причине будет неудобно вот так достать горшок, можно потянуть за эту наклеечку, и горшок будет подниматься удобнее. Вот давайте попробуем сделать так. Самая большая проблема, так как я не давала орхидеи возможности полежать корнями в воде, и они остались такие ломкие и хрупкие. Вот так. Сначала длинные корни в горшок аккуратно опускаю, потом ставлю, наклоняю орхидею немного в другую сторону и помещаю все корни в горшок. Но если у вас есть возможность, то лучше напоите эти сухие корни водой, и вы точно их не сломаете, когда будете сажать орхидеи. Вот так. Придерживаю орхидею по центру горшка и насыпаю субстрат. Попадаются иголки и вот даже какие-то палочки. Но это будет просто гниющая органика в посадке, она не нужна, поэтому я ее убираю. Можно оставить так, можно... Немножко не хватило грунта, можно еще смешать грунт или просто засыпать или корой, или керамзитом, как удобно. Чуть выше должен быть грунт, чтобы закрыть корни, но шея орхидеи должна остаться на поверхности грунта, чтобы был доступ воздуха. Тогда орхидеи не загнивают, если, конечно, они здоровы и нет никаких внутренних скрытых болезней. Вот такая посадка. Не хочу, чтобы цвела орхидея в этом году. Хочу, чтобы она наращивала корни и зеленую массу. И в следующем году порадовала меня обильным и очень красивым цветением. А самое главное, крупными цветами. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.